Всем привет, меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. Если вы следите за событиями в России, то вас сложно удивить уголовными делами, которые фабрикуют по политическим мотивам. Едва ли не каждый день в новостях очередные обыски, суды или аресты сажают не только за митинги или сотрудничество с Навальным, но за репосты, неаккуратно сказанные слова в интернете, хватают пенсионеров, студентов, адвокатов, журналистов. Борьба с инакомыслием приобрела такой масштаб, что даже абсолютно лояльный власти патриарх Кирилл заговорил про тиранию, которая все более явно ощущается в нашей стране. Исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением. Тогда власть становится тиранией. Как Россия докатилась до такого? Ведь когда Путин пришел к власти, он сильно отличался от того Путина, которого мы знаем сейчас. Он говорил про свободу, обещал не менять Конституцию и не цепляться за президентское кресло. Но, как говорится, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Шаг за шагом Путин закручивал гайки, укреплял личную власть и выжигал напалмом любое несогласие с собственным мнением. Точкой невозврата стал 2012 год. Именно тогда Путин, вопреки своим же обещаниям, вернулся в Кремль на третий президентский срок. Именно тогда в стране окончательно укрепилась диктатура, а несогласные были объявлены врагами и иностранными агентами. Тогда Путин решил, что самый эффективный способ удерживать власть – это держать свой народ в страхе с помощью полицейских дубинок и уголовных дел. Вот про эту точку невозврата я и хочу сегодня поговорить. Давайте вспомним про болотное дело, ставшее первым масштабным преследованием оппозиции в новейшей истории России. Знаковый сюжет, определивший развитие нашей с вами страны. Досмотрите до конца, не переключайтесь. Итак, начало мая 2012-го. Почти полгода уже в России гремят многотысячные акции протеста, которые проходят на фоне парламентских и президентских выборов. Формальным главой государства все еще остается Дмитрий Медведев, но по факту он добровольно уступил пост Путину. Сам факт возвращения Путина и то, как это было объявлено, оскорбило и возмутило значительную часть российского общества. Звучало так, что они вдвоем между собой решили, кто будет править Россией. Придумали некий сценарий, а граждан просто поставили перед фактом. Мы действительно обсуждали этот вариант развития событий еще в тот период, когда сформировался наш товарищеский союз. Ну а то, что мы довольно долго до этого момента не объявляли публично свою позицию по сценарию выборов, я надеюсь, вы нас поймете, как и наши граждане, это вопрос политической целесообразности. Нет, конечно, были назначены выборы, но никакой реальной борьбой там и не пахло. Алексея Навального в декабре 2011-го посадили на 15 суток, так чтобы он по срокам не успел передать в избирком заявление о выдвижении. Формальную конкуренцию Путину составили придворные шуты Зюганов и Жириновский, а также олигарх Прохоров, которому было поручено немного освежить эту тухлую кампанию. То есть, по сути, Россию поставили перед фактом. Путин возвращается и будет править столько, сколько сам захочет. Все наивные ожидания, связанные с Медведевым, который обещал реформы, отправились в мусорное ведро. И страна ответила протестами. На Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве, начиная с декабря, собирались демонстрации, численность которых приближалась к 100 тысячам человек. Власть отвечала малоубедительными митингами в поддержку Путина, на которые свозили бюджетников из разных регионов. Ну а сам Владимир Владимирович публично оскорблял протестующих и демонстрировал явное раздражение. Что-то такие, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно. Но потом присмотрелся, вроде нет. Кастрированные выборы при отсутствии реальных конкурентов Путин, разумеется, выиграл. 7 мая должна была состояться инаугурация, то есть церемония его формального вступления в президентскую должность. И вот накануне 6 мая в Москве собралась большая протестная демонстрация.
Люди хотели показать Путину, что не согласны с его вечным правлением, хотят сменяемости власти, хотят новых лиц в политике и соблюдения Конституции. Надо сказать, что в течение первых месяцев 2012 года, вплоть до 6 мая, власть сдерживала свое раздражение и не применяла силу против мирных демонстрантов. Путин явно опасался, что разгон митингов во время выборов мобилизует недовольный электорат, и люди просто в знак протеста пойдут массово голосовать за плюшевых оппозиционеров вроде Зюганова или Прохорова. Поэтому, например, в феврале десятки тысяч людей свободно прошли по центру столицы с антипутинскими лозунгами. Несмотря на очень морозную погоду, получилась огромная демонстрация. А накануне этого я вместе с группой активистов в результате целой спецоперации смог вывесить напротив Кремля огромный плакат с лозунгом «Путин, уходи». И никаких действий полиции за этим не последовало. Но к 6 мая ситуация изменилась. Выборы прошли, и больше ничего не сдерживало Путина от применения силы. Власть решила нанести решающий удар по оппозиции, чтобы запугать общество и отбить у людей желание протестовать. Для этого была придумана хитроумная провокация. Шествие оппозиции 6 мая стартовало с Октябрьской площади и двигалось в сторону Кремля. Во главе колонны шли Алексей Навальный и Борис Немцов. У Большого каменного моста протестующих встречали такие полицейские кордоны, которые никто из нас до сих пор никогда не видел. Сотни единиц коммунальной техники, оцепление из солдат внутренних войск и тысячи бойцов спецназа за их спинами. Уже тогда появилось ощущение, что власть готовится к войне с гражданами. У Каменного моста колонна должна была повернуть на Болотную площадь, где планировался митинг. Здесь уже соорудили сцену, и все было готово к началу. Но полиция неожиданно начала блокировать проход к площади. Вернее, оставила максимально узкий проход, создавая эффект бутылочного горлышка. Толпа стала напирать сзади, и образовалась давка. Повисло дикое напряжение, и у протестующих начались перепалки с представителями МВД. Началось давление на цепочки полицейских и солдат. Понимая, что ситуация может выйти из-под контроля и нас явно провоцируют на драку с полицией, мы призвали участников акции сесть на асфальт. Была организована сидячая забастовка, и таким образом мы демонстрировали мирный характер протеста. Потому что понятно, что сидящие люди не хотят и не могут ни с кем драться. И тогда полиция пошла в атаку. Отряды спецназа рванули из-за спин солдат-срочников и врубились в массу людей, буквально растаптывая сидящих граждан. В толпе распылили слезоточивый газ, и началась жуткая давка. Я оказался в самом эпицентре этих событий и понимаю, что тогда просто чудом никто не погиб. Человек, который отдал приказ спецназу атаковать мирную акцию протеста, совершил настоящее преступление и подверг опасности сотни человеческих жизней. Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Бойцы ОМОН теснили протестующих. Немцова выдавили на Болотную площадь, он схватил мегафон и попытался организовать людей, но моментально был схвачен полицией. Навального скрутили у сцены и едва не выломали ему руку при задержании. Всего были задержаны сотни людей. В тот день, 6 мая 2012 года, полиция проявила беспрецедентную жестокость по отношению к мирным демонстрантам. Людей жестоко избивали и топтали ногами. Местами возникали очаги сопротивления, и граждане пытались давать отпор, но эти попытки жесточайшим образом подавлялись. Нет никаких сомнений, что эти столкновения были осознанно спровоцированы властью. Путину были невыгодны мирные протесты. Ему было важно показать, что оппозиция – это боевики, которые устраивают беспорядки и громят центр российской столицы. Именно так события на Болотной освещала государственная пропаганда. Мирные граждане предстали в образе хулиганов и погромщиков. Лидеров оппозиции называли организаторами беспорядков. На следующий день депутат Госдумы Илья Пономарев спросил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не слишком ли усердствовал ОМОН при разгоне акции протеста на Болотной. На что Песков честно озвучил задачу, которую власть поставила перед МВД – размазать печень митингующих по асфальту. Ну а Путину приписывают фразу, которую он произнес на совещании в Кремле. «Они испортили мне праздник, я сломаю им жизнь». К вечеру 6 мая было возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса «Массовые беспорядки». Это было первое с советских времен масштабное уголовное преследование оппозиции.
Болотное дело длилось несколько лет. К работе над ним СК привлек более 200 следователей. Были допрошены почти 1500 человек. Проведены десятки обысков, а на скамье подсудимых оказались более 30 человек. Болотное дело стало не просто уголовным разбирательством. Оно превратилось в настоящий инструмент психологической войны против общества. Во-первых, оно длилось бесконечно долго. Аресты продолжались вплоть до 2016 года. Месяц за месяцем, день за днем силовики приходили к разным людям, проводили все новые аресты, и казалось, что это будет длиться бесконечно. В этом и была главная цель – создать ощущение постоянного страха, ощущение, что могут прийти к любому из десятков тысяч участников того митинга. Во-вторых, следователи очень тщательно подошли к формированию списка обвиняемых. Они явно старались затронуть все социальные группы протестующих, выявляя их представителей. Это делалось для того, чтобы каждый, кто наблюдал за процессом, мог увидеть на скамье подсудимых человека, похожего на себя. Вот студент химического факультета МГУ Федор Бахов, который провел полгода в СИЗО без каких-либо доказательств своей вины. Вот журналист Леонид Ковязин, обвиненный в том, что толкнул туалетную кабинку. А это кандидат наук Сергей Кривов. Он провел в колонии почти 4 года за то, что пытался оттащить полицейского от человека, которого тот избивал дубинкой. Олег Архипенков работал в обычной туристической фирме. Дмитрий Ишевский – старший лейтенант вооруженных сил. Александр Каменский был рабочим, потом устроился в агентство недвижимости. Максим Панфилов – выпускник училища, по профессии повар. Максим Лузянин – предприниматель. Ну, то есть следователи отправили под суд такой собирательный образ всей России, показывая стране, что за решеткой может оказаться каждый. Однако отдельно я хочу сказать про Дениса Луцкевича, который отсидел по болотному делу 3,5 года. Он бывший морской пехотинец, который впервые пришел на акцию протеста. Его сильно избили на площади, а позже арестовали. В камеру к Денису пришли оперативники и показали ему несколько фотографий и видео с митинга, где он стоит недалеко от меня. Луцкевичу предложили сделку со следствием. Даешь показания на Яшина, под протокол признаешься, что он координировал действия погромщиков на площади, и твои в частности. За это тебя отпустят под подписку о невыезде, а потом дадут условный срок. Луцкевич ответил, что это неправда, и он не будет оговаривать невиновного человека. Мы с ним даже не были знакомы. Ему угрожали, обещали посадить в пресс-хату, отправить, как говорил один из оперов, на зону к петухам. Но Луцкевич стоял на своем и не стал помогать в фабрикации уголовного дела против меня. И за это я буду благодарен ему всю жизнь. Денис Луцкевич – настоящий мужчина, гордость нашей страны. В итоге я отделался несколькими обысками и допросами, хотя в Следственном комитете прямо называли меня в числе организаторов массовых беспорядков. Обыски также проходили у Бориса Немцова, Алексея Навального, Петра Верзилова и многих других. Впрочем, ни на кого из нас в итоге не смогли собрать материалы, достаточные для обвинения. Организатором беспорядков в конце концов объявили лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который стал жертвой провокации спецслужб. В окружение Удальцова вошел некий активист по имени Константин Лебедев, судя по всему, оказавшийся полицейским провокатором. Он устроил Удальцову несколько встреч с какими-то мутными грузинами, которые несли чушь про штурм Кремля. Встречи провокатор записал на скрытую камеру и передал следствию, а также на НТВ. Этого хватило, чтобы предъявить Удальцову обвинение, и в 2014 году суд отправил его в колонию на 4,5 года. Почему именно 2012 год и болотное дело кажутся мне точкой невозврата? К этому моменту Путин уже 4 года формально не был президентом. Конечно, все понимали, что он сохраняет ключевые рычаги управления, все понимали, что президент Медведев фактически его подчиненный. Но юридически в 2008 году Путин выполнил требования Конституции и ушел с поста президента. Страна оказалась перед исторической развилкой. Если бы Путин постепенно отошел от дел и дал бы политическому процессу в России развиваться независимо, мы жили бы сегодня совсем в другой стране. Путин остался бы в учебниках истории правителем противоречивым, сложным, к нему было бы много вопросов. Но в целом он остался бы в истории главой государства, верным Конституции России, человеком, для которого страна и ее законы важнее личной власти. Однако свой шанс войти в историю порядочным человеком Путин упустил. В 2012 году он вернул себе власть, силой подавил протесты, и с тех пор Россия катится по наклонной.
Мы переживаем затяжной экономический кризис. Уже 8-й год доходы россиян последовательно снижаются. Более 20 миллионов человек живет за чертой бедности. Растут цены и налоги. Вопреки своим же обещаниям, Путин поднял пенсионный возраст. Мы утратили ощущение свободы и справедливости в собственной стране. Власть не ведет диалог с обществом, она лишь навязывает свою волю, принимая один безумный закон за другим. А всех несогласных либо убивает, либо отправляет за решетку, либо выдавливает из России. Мы оказались в международной изоляции. В мире сегодня нет ни одной страны, которую можно было бы назвать полноценным союзником России. Мы воюем с соседями, обмениваемся санкциями с бывшими партнерами. И все вероятнее кажется перспектива нового железного занавеса. Всего этого можно было бы избежать, если бы президент Путин нашел в себе силы вовремя уйти. Это важный исторический урок для всех будущих руководителей нашего государства. Я уверен, что следующие поколения будут презирать Путина. И виноват в этом только он сам.